Авраам Линкольн. Он боролся за независимость своих сограждан и спас единство Соединенных Штатов Америки. Этот собор посвящен его памяти. Его имя навек запечатлено в сердцах его соотечественников. Позвольте представить вам, господин президент, госпожу Гарриет Бичерстоу. Маленькая женщина, которая сумела не только написать большую книгу, но и развязать нашу большую войну. Благодарю вас за вашу книгу. «14 апреля 1865 года. Народный театр в Вашингтоне. Большое представление в честь президента. Вот и я. Дома никого, кроме Сегодня тебя играет веселую Да, пьесу. я одна. Входи, не После волнуйся. долгих лет печали и слез люди снова начали улыбаться. Да, это мой брат. Он Улыбался ожидал их прийти президент. случайно. Случайно, прекрасно. Не уходи. Я очень рада, что ты тоже здесь. Мы очень мило проведем время вместе. Ну, если ты в самом деле рада. Smite your firstborn dead. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Hello, Pharaoh, let my people go. Thus spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Hello, Pharaoh, let my people go. Ты же хотел лепешки. Когда явится Сын Человеческий,
Он будет... Не надо. Сиди, дядя Том. Ты хорошо поешь, но читаю я все-таки лучше. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону. Когда свадьба? Джорджу нужно пройти еще 3 года обучения. Молодой хозяин Джордж закончит учебу в этом году. Думаете? Ибо я был голоден, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня. Опять вы здесь. Кому я говорила не сидеть на лестнице? Из-за вас и пройти нельзя. Ну что за дети? Разве господин куда-нибудь уезжает сегодня? Это ведь не его сапоги, а того гостя. Гости? Разве к нам кто-нибудь приехал? Не знаю, я никого не видела. Был бы гость, был бы экипаж с чемоданами. Этот гость без чемоданов. Да. Простите, вот ваши сапоги. Ну-ка. Как тебя зовут? Меня зовут Лизи. Ты хорошо чистишь сапоги, Лизи. Спасибо, господин. А ну, подними глаза. В чем дело? Ни в чем. Ни в чем. А у тебя дружок есть? О, да? Ах, вот даже как. Повезло парню. А когда свадьба? Уже была. Но мы живем не вместе. Он у своего господина на джутовой фабрике. Ага, фабрика старого Вильсона. А как его зовут? Харрис. Он мулат. Вы знаете его? Нет. Я уже могу идти. Угу. Ты очень мила, Лизи. Хочешь поехать со мной на юг? Нет. Ты боишься меня? Нет. Юга, может, боишься? Не выносишь жары? Нет. Но я так счастлива здесь. Попозже придешь? Вот вода. Скажи Анде, чтоб нес гостю в комнату. Я туда не пойду. Уж лучше что-нибудь с собой сделаю. Совестно говорить такое доброй христианке. Все мы добрые христиане, но белый в свою церковь все равно нас не пускают. Да скажи же, в чем дело? Что ты дрожишь, будто увидела самого черта? Нет, никакого черта я не видела. Но тот, кого я видела, похож на него. Правда в том, что я держу в руках ваши векселя, мистер Шелби. Они у меня. Но не обеспеченный вексель ничем не лучше дохлого негра. Когда я их подписывал, они были обеспечены и очень неплохо. Да, были. Мало ли что было. Простите, но мне придется вам напомнить, что я у вас в гостях. Я помню это, но готов хоть сию минуту переехать в гостиницу. Нет, зачем же? Мне в голову не могло прийти. Давайте поговорим о делах. Я никак не пойму, для чего лезть в авантюру с золотыми рудниками, если ничего в этом не понимаешь? Если вы имеете в виду меня, то ошибки, которые я допустил, еще не позволяют делать заключение. Что вас оставили в дураках, но это, по-моему, факт. Жаль, что у вас создалось такое впечатление. Но векселя, мистер Шелби. Так вот, я получаю по векселям. Или... Что или? Нет, ни вам, ни вашей семье не желаю зла. Ведь что ни говори. Но мы люди с белой кожей, и тем не менее... Я и так уже продал все, что можно было продать. Больше ничего нет. Мне нет куда больше взять ни одного гроша, мистер Легрим. А ваши негры? Иду вам навстречу.
За 10 векселей, 10 ваших негров и покончим с этим. Здесь все указано. Остановка за подписью. 10 рабов мужчин в счет покрытия всего долга. Выбор свободный. Не знаю, рука не поднимается, ведь все они почти свои в моей семье. Притом успели обзавестись женами, ребятишками. Вы, очевидно, не понимаете, каково им будет. Мне отвратительна мысль, что я вынужден участвовать в этом позорном деле. Да, позорном. Возможно. Но пока вы держите рабов, мне, который их продает и покупает, стыдиться нечего. Так вы подпишете или нет? Нет, боже упаси, я вас не принуждаю. В конце концов, я могу забрать ваш дом и усадьбу, а негров оставить вам, раз вы о них печетесь больше, чем о своей семье. Спасибо. Завтра я вас покину, Шелби. Для меня выбрать 9 рабов – дело 1 минуты. Почему 9? 10-го я уже выбрал. Кого именно? Горничную. Что? Вы хотите сказать, что выбрали нашу Лиззи? Угу. Ну так вот, я вам должен сказать, что это исключается. Девушка — собственность моей супруги. Нет-нет, выбросьте это из головы. Здесь сказано «свободный выбор». Я знаю, что свободный. Но мне представляется, что мы с вами заключили контракт, в котором шла речь о 10 рабах мужского пола. Не так ли? Но Лиззи не мужчина. Да, вот тут я с вами не спорю. А почему мне не купить эту женщину? Потому что она счастлива со своим мужем. У рабынь не бывает законных мужей. Нет-нет, в этом я не преклонен. Лиззи мать. У нее прекрасный ребенок, и мы не позволим разлучать их. У нее сын? А лет сколько сыну? Год с чем-то. Подходит. Но ведь ребенка вы даже не видели. Но видел мать. Ну, черт возьми, ради всего святого, зачем вам такой малютка? Чтобы быть спокойнее за его мать. Небольшая предосторожность. Уж мальчишку-то она не оставит. Моя жена не представляет, в какое положение я попал. И мне предстоит посвятить ее во все это дело. Я вас очень прошу, оставьте нам, по крайней мере, крошку Гарри. Каждый крошка Гарри становится большим Гарри. И оправдывает расход. Нет, что угодно, но я не уступлю вам ни самой матери, ни ребенка. Мне нужно хоть какое-то время, чтобы подготовить свою жену. Успеете до завтра. А ее муж, отец ребенка. Боюсь, что вы о нем не подумали. Вы ко мне по делу, мистер Моррисон? Ну уж не ради удовольствия вас видеть. Где Харрис? А зачем он вам? Зачем мне мой раб? Я его продал. Вы продали Харриса? Он был лучше всех на фабрике. Теперь не важно, каким он был. Но, мистер Моррисон, посмотрите на эту машину. Это его изобретение. Заменяет 6 рабов. Ну и что? Мне, например, больше нравятся рабы. Они, по крайней мере, не ржавеют. Ха! Вот до чего дошло. Негры корчат из себя изобретателей. К черту эту мазню. Что на вас нашло, мистер Моррисон? А то, что вы получили в аренду его руки, а не голову. Но вы же хотели, чтобы я его научил. Я научил его. Теперь он мой лучший работник. И я готов сам купить Харриса, если уж на то пошло. Легри мой друг, и он мне хорошо за него заплатил. Вот кто тебя научит работать. Ну, иди. Изобретатель. Не забирайте его, мистер Моррисон. Иди. Я вам заплачу еще больше, чем ваш Легри. Нет, ничего не выйдет, Вилсон. Мы живем в свободной стране. Негр мой, и я делаю с ним все, что хочу. Я вам предлагаю за него $1000. Вы что, не слышали? Он продан. Я заплачу вам 2. Поехали. 2500. Вы опоздали, Вилсон.
Завтра мы на тебя спустим собак всей округи. Нравится ли вам у нас на севере? Честно говоря, у нас на юге лучше. А почему не видно вашего сына Джонни? Джорджи, вы хотели сказать, прошу. Терпеть не могу, когда он запаздывает. Ему это известно. Он, конечно, у дяди Тома. Всему свое время. Все мы были юнцами, мистер Шелби. Через год он уедет в колледж. А в колледж довольно дорогое удовольствие. Хотя, когда владеешь таким имением, все доступно, не так ли? Оно нам немало стоит, мистер Легри. Охотно верю, мадам. У меня у самого плантация. На юге. Хлопок? Да, разумеется. И дело это довольно прибыльное. Но людей нужно много. А они дохнут из-за климата от тропической лихорадки. Жизнь трудна, мадам. У дяди Тома сегодня поют, и мы задержались, извините. Познакомьтесь с нашим гостем. Это Вирджиния. Рад познакомиться. Меня зовут Легри. Мы вас ждали. Здравствуйте. Так вы слушали негритянские песни? Хорошо они пели? Да, чудесно, тетушка. Негры? Да, уж то-что, а петь они умеют. Значит, вам весело живется? Не всегда. Как-то я собрался продать одну женщину с ребенком. Но ребенка покупатель не хотел. А мать купил. Я слышу еще и до сих пор ее крик. Одним словом, кончилось все тем, что мы заперли ее. Ровно через неделю она умерла. $1000 как не бывало. Я всегда против того, чтобы разлучать ребенка с матерью. Какая дикая история. Обыкновенная, мадам. Но ведь закон не запрещает это. Ну так такого закона не должно быть. Готовитесь стать адвокатом? Кем я стану, еще неизвестно. Зато известно, кем я ни за что не стану. Работорговцем? Да, работорговцем. Жорж, этот способ добывать деньги ничем не хуже других. Это так важно, деньги? А вы без них попробуйте. У кого-то деньги, у кого-то приятное лицо, как ваше, мадемуазель, а вот у меня... Ваше лицо по вас, Легри. Жорж, я требую, чтобы ты сейчас же извинился. Извините, мама. Я больше ни у кого не буду просить прощения. Жорж, я тебе не разрешаю уходить. Разрешите выйти? Да, дитя мое. Надеюсь, что в колледже его воспитают. Оставляю вас в тесном семейном кругу. Разрешите подать второе? Нет, Лиззи, иди. Почему этот страшный человек гостит у нас, Роберт? Тебе опять нужна его помощь? Я отдала тебе все свои драгоценности. Разве этого недовольна? Я вижу, ты опять в руках этого Легри. Что ты ему обещал? Что ему нужно? Ты подписал какую-то бумагу? Какую? Я же не думаю, чтобы ты... Ты ему обещал кого-то из наших людей. Я обещал ему 10. Мои векселя, которые скупил Легри, нужно немедленно оплатить. А мне их оплачивать нечем. Значит, наше имение
Я имею в виду и дом, и усадьбу, пошло бы с молотка в ближайшее время. Да, так случилось. Я решил, что лучше пожертвую этими 10, чем оставлю вас без крова. Я понимаю, что тебе тяжело, но у меня нет выхода. Так что завтра утром он придет выбирать их. И завтра же с моим долгом будет покончено навсегда. Нет, Роберт. Твой долг невероятно разросся. Его не оплатить. Ты сам понимаешь. Мистер Моррисон, по какому праву? Он распоряжается мной словно вещью. Он чуть не взбесился, когда увидел мою машину. Возьми его. Он продал меня как старую клячу, но я сочтусь с ним. Что ты хочешь делать? Бежать в Канаду. Уйти от рабства. В Канаде все люди свободны. Я заработаю деньги. Очень много денег. И потом заберу вас отсюда. Но только береги его и себя. О нас не беспокойся, дорогой. Наши господа хорошие люди. Я скоро приеду. Жди меня и будь спокоен. До скорой встречи. Я постараюсь пробраться в Канаду раньше, чем они нападут на мой след. Я буду ждать тебя каждую минуту. Каждую минуту. Я слышал, кого-то продадут. Может, тебя, а может, меня, а может, всех сразу, кто знает. Не знаю, ничего не знаю. Почему вы не идете на работу? Приехал тот с клеймом дьявола на лице. Да он гость мистера Шелби. Вот этому гостю нас хотят продать. Этого не может быть. Ты разве не слышал? Вот сам мистер Шелби. Здравствуйте, мистер Шелби. Здравствуйте, мистер Шелби. Доброе утро. Мне нужно поговорить с тобой, дядя Том. Пожалуйста, мистер Шелби. А вы займитесь своими делами. Идите на работу. Они обезумели, прямо обезумели от страха. Пустые слухи, они словно ветер, так и носятся в воздухе. Ради бога, Том, помолчи, потому что мне без того скверно. А что у вас случилось? Уж извините, что я спрашиваю, но мы с вами все-таки друзья детства, сэр. А если бы мне кого-нибудь из вас пришлось продать? Допустим, я подписал купчую. Ну что ж, тогда я должен был бы вам сказать, раз все решено, то эту страницу жизни нам с вами придется дочитать до самого конца. Куда ты? Хочу собрать вещи, сэр. Опомнись, не может быть и речи о том, чтобы я тебя продал. Ты часть моей плантации, как, собственно, и я. Только здесь твое место. А тут мы все часть вашей плантации, все до одного, сэр. И вы, если уж так пришлось, то, пожалуйста, продайте уж лучше меня. Я читаю Библию. И в ней очень хорошо говорится про то, как нужно любить своего ближнего. Может, вам любовь моя не нужна, но, может, нужна мистеру Джорджу. Не слушайте его, сэр. Он сам не ведает, что говорит. Ему и 2 слов не прочесть. Что он мог понять в Библии? Здесь же очень ясно сказано. Не надо его Да продавать. что ты городишь, тут этого нет. Значит, скверная книга. Куда ты бежишь, Джордж? Пойду убью его. Для того, чтобы опозорить своего отца? Он сам опозорил себя. Подумай о себе, о нашей любви. Ты знаешь, что я очень люблю тебя. Но почему ты не хочешь понять, что каждый из этих людей тоже кого-то любит? Я хочу поговорить с тобой, Джордж. Извини, Вирджиния. Опять говорите, разве еще не все сказано? Нет, не все. Я бы очень много молчал, чтобы не тревожить тебя и мать. Да, но при чем тут эти бедные люди, которых вывели как быков на продажу? Не тебе одному тяжело.
А мне себя упрекнуть не в чем. Я прибег к этой крайней мере после того, как влез в долги и отдал ему драгоценности твоей матери. Что еще я мог сделать, по-твоему? Это разговор особый. Но ведь ты убежденный враг рабства, а между прочим торгуешь людьми. Не говоря о вещах, которых не понимаешь, ты еще очень молод. Очень молод. Отговорка не очень новая, но уж зато испытанная. Джордж, ты пользуешься тем, что я пытаюсь не замечать твоих грубостей. Изволь сдерживаться. Ей-богу, мне не легче, чем тебе. Пойди сюда и посмотри в окно. Вот кому скверно. Посмотри, что там делается. И ты ему позволил это? Так обращаться с людьми? Он выбирает, у него есть право выбора. А если он дядю Тома выберет? Его, значит, отдам. Кстати, Том просил меня об этом. Что это за довод он меня об этом просил? С чего это ты вздумал его слушаться? Кто для тебя трудился на твоей земле? Кому, как не дяде Тому, этим несчастным людям, ты обязан всем, что имеешь? Возвращаю деньги на мое образование. Что это за фокусы? Ты обязан учиться. Учиться зарабатывать. И для этого колец совсем не место. Ты продал дядю Тома, а я его выкуплю и отпущу. Если тебе угодно совершать безумство, я, по-видимому, буду вынужден в это вмешаться. Ты все-таки из рода Шелби. Действительно, весьма громко звучит. Хоть это бумага без подписи шерифа, но все-таки она документ, что-то мне говорит. Ты свободна, Лиди. Разве у вас я не была свободна? Да, но для всех, кого ты встретишь, важен документ. Только помни, это вольное на твоего сына никак не распространяется. Он по закону собственность мистера Легри. По закону получается, что ты у него крадешь его вещи. Больше у меня нет. Лиззи, вот $20. О, нет, я сберегла все, что вы мне дарили. У меня правда есть деньги. Возьми, возьми, у тебя впереди тяжелая длинная дорога. Скажи старому Джиму, чтобы запряг самую быструю лошадь, а коляску оставишь на берегу реки. Благодарю вас. Напиши мне, когда встретишься с мужем, Лиззи. А сейчас уходи. Мистер Легри может хватиться тебя. Подвинься, ты. Расселся. Может быть, еще ляжешь? Иди в повозку. Лезь, лезь. Девятый. Лезь. Покажите мне 10-го. А кто это? Как кто? Ребенок той горничной, как ее? Лиззи. Это Лиззи исчезла, будь она проклята, я ее уже искал. Но где же ребенок? Его нет, ребенок тоже исчез. Это не ответ. Спросите тогда хозяйку миссис Шелби, она, может, знает. Прошу тебя, Роберт, пригласи своего гостя, мистера Легри, с нами пообедать сегодня. А к чему? Думаю, что это совершенно излишне. Да? А я думаю иначе. Если ты настаиваешь, пожалуйста, но мне это не доставит... До сегодняшнего дня я думал, что вы человек слова. Что за тон? В чем дело? Исчез этот мальчишка. Я говорю о ребенке, которого вы мне продали. Я думаю, что ребенок там же, где его мать. Но где его мать? Я уверен, Я что... отправила ее в лес. Ах, вот оно что. Вы удивлены? Одни заковывают своих людей, а другие посылают их гулять. А где ребенок? Этот вопрос следует задать его матери. Вы помогли им бежать. Извольте помнить, что вы разговариваете с дамой. Я сказал, что вы помогли им бежать. Не и готовы перебивайте меня. повторить. Я вам клянусь своим честным словом, что я не имею представления о том, где они. Я и гроша не дам за ваше слово. Как у вас с лошадьми? Для меня найдется? Разумеется, вы получите лошадь, мистер Легри. Когда вы думаете начать погоню? После обеда или до? Я думаю, до. Я больше не потерплю этого человека у себя в доме. Он попросил у тебя лошадь. Дай ту, что хромает.
Как ехать дальше? Эта дорога лучше, это короче. Поезжай по этой. Держите, мне нужно на тот берег. Нельзя, очень, паром очень не нужно. ходит. Ну, может быть, у вас есть лодка? На реке еще лед. Когда она очистится, приходи. Я не могу ждать. Сумасшедшая! Остановись! Куда тебя несет? Утонешь! Ты тут видел негритянку с ребенком? Не видел. А откуда эта коляска? Не имею представления. Идиот. Ты что, спятил? Папа еще не куплена, а ребенок-то куплен. Если попадешь в мать, я потеряю $1000. Мистер Легри, я думаю, что с такого... Неграм думать не стоит. Едем. Тебя ждут твои черные братья. Как не угождай, как не вертись, а из черной кожи не выпрыгнешь. Стоп! Он тебя не перестанет хлестать до тех пор, пока ты мне не скажешь, где твой гнусный братец. Кого, Моррисон? Давайте мне этого Харриса. Я за ним, дружище. Проклятый парень удрал. Нет, вы шутите? Но у меня его сестра. Она скажет, где он. Я выколочу из нее это. Его сестра? У меня сегодня сбежала его жена с ребенком. Это семейство доставляет мне слишком много хлопот. Красивая девчонка. Как зовут? Кэсси. И имя красивое. Хочешь со мной поехать? Я возьму тебя вместо брата. Ну так что ж, едем? Хорошо, я ее беру. Будем считать, что дело улажено, Моррисон. Будь по-вашему, Легри. Счастливой дороги!
Идем. Ну, пошли. Скорее, скорее, скорее. Что вы двигаетесь, как сонные мухи? По-моему, пора. Да. Добрый день. Когда мы будем в Луисвилле? Не раньше, чем к вечеру. Поторапливайтесь, беда с вами. Что, как не живые? Ну! Господин капитан. Пусть кончают погрузку, мы отваливаем. Слушай. Осторожней вы. Скорей, скорей! Нечего рот разевать! Скорей! Папа, почему они все в цепях? Потому что они злые. Нет, они не злые. Просто хозяева их боятся. А почему они их боятся? Они сами очень злые. Вот им и кажется, что все хотят им только зла. Ну, пойдем. Живо, живо, живо! Так и засыпаете на ходу. Ну, идите, идите! Идите! Успейте еще. Нравится тебе здесь, а? Надевай. Правда, я все это купил для Люсьен. Певицы из моего бара. Но, по-моему, ты красивее. Ну, надевай же. Посмотри в зеркало. Вот и духи. Хочешь понюхать, а? Не вороти рожу. Хорошо пахнет. Будь умницей, и я из тебя сделаю даму. Из меня не выйдет дама. Я ведь негритянка. Не слепой вижу. Но если я сказал, так я уж из тебя сделаю даму. Мама, мамочка, я сейчас видел негров, они почему-то все в цепях. Бедные люди, очень Стакан молока, пожалуйста. Между прочим, у нас на юге говорят, что рабы свободнее, чем мы, свободные люди. У них ведь совершенно нет забот. Вы согласны с этим, мистер Сенклер? Конечно, это не только верно, но и остроумно. Ведь говорят же многие, что жизнь индейца наступает после смерти. Вы американец, мистер Сенклер? И вполне патриотично настроены. Мне трудно вас понять. Это нелегко и мне самому. Самое главное, что все работорговцы такие жадные и жестокие, им ничего не стоит оторвать мать от детей. Очевидно, вы обо мне. Я как раз один из этих жадных, жестоких работорговцев. К сожалению, не знала. А почему ваши негры такие печальные? Печальные? А разве ты всегда веселый? Ни стыда, ни совести у человека, ну и тип. Не он первый, не он последний. Иди, сядь на свое место. А где наши ботинки? Куда ты их девал? Пропил? Ладно уж, что на ноги надеть. У нас на плантации Что найдется. случилось? Осталось от издохших негров. Почему у всех постные рожи? Хотите, чтобы вас жалели? А я хочу, чтобы все видели, как вам тут хорошо. Вы поняли или нет? Отвечайте! Да. Да. То-то же. Ну, а сейчас спойте что-нибудь такое... Что-нибудь повеселее. Я жду. Пойте! Не хотите? Mississippi, many you have seen. Oh, Mississippi, good friends we have been. Oh, you know my yearning, burning in my heart.
you know my sadness when we part. Old old Mississippi rolled into the sea. Old old Mississippi, down carry me. Take away my sorrows, Извините. make me gay and strong. For the time of weeping was too long. Ну что, детка, хорошая песня? И вы очень хорошо поете. А зачем у вас это? Чтобы мы не убежали. А вы хотите убежать? Ну что ты, упаси Боже. Но я думаю, лучше тебе уйти отсюда. Тебя ищут, наверное. А можно еще прийти? А твоя мама позволит? Мамы здесь нет, а папа мне все позволяет. А я и не видела, что ты здесь. Сними с ней, пожалуйста, цепи. Не могу, Ева, эти люди принадлежат не мне. А кому же? Господу Богу и мистеру Легри. Я же придумала, что делать. Мой папа поговорит с мистером Легри. Мое имя Евангелин, но все зовут меня Ева. Мое имя Том, и все зовут меня дядя Том. Так что зови меня дядей Томом. Спасибо, дядя Том. Я к вам опять приду. До свидания. До свидания. Извините, пожалуйста, вот те люди с цепями на руках ваши. Да, они все мои. А почему вы сидите один? А я в обществе не нуждаюсь, знаешь ли. Ради бога, извините, она вам надоедает? Напротив. Мне было очень приятно познакомиться с дочерью мистера Сент-Клера. Вы знаете меня? Да, мы с вами соседи. У меня на юге ферма, небольшая, правда, но все же. Возможно, и вы слышали обо мне. Меня зовут Легри. Я вручу вам свою карточку, на всякий случай. Буду рад услышать. Нет, я не хочу утруждать вас. И не думаю, что у меня возникнет нужда обратиться к вам. Но, папа, почему ты не говоришь про тех людей? Если бы ты их купил, мы бы сняли с них цепи. Нет, я жаль, но я не в состоянии скупить всех рабов. Их очень много. Ну, хоть одного дяди Тома. Извините. Доброй ночи. Доброй ночи. Возьми, поешь. С завтрашнего дня и я буду есть в каюте. Не нравлюсь я этим господам. И знаешь почему? Так я тебе скажу. Из-за тебя! Ты, может, не поняла, так я и яснее могу. Отвечай, когда тебя спрашивают! Из-за меня вы не нравитесь белым господам. Правильно. Почему ты не надеваешь это платье? Оно недостаточно красиво? Или недостаточно дорого? Эта тряпка лучше. Сними ее. Разденься.
Разденься. Пей. Тебе грустно от моей песни? Да, ведь я, может, больше тебя не увижу. Я буду вспоминать о маленькой Еве. И она это почувствует, ведь добрые мысли имеют крылья. Но ведь если бы ты всегда был со мной, дядя Том, ты бы снова стал веселым и счастливым. Я все это время, что мы плывем, счастлив. Но, дядя Том, все это кончится завтра, и твой господин тебя снова закует. Вот почему я грустна. Ой, дядя Том. А я что-то тебе подарю. Дядя Том, ты мне ее даришь? Да. Какая хорошая куколка, какая красивая. У меня такой еще не было. Она похожа, знаешь, на кого? Нет, ты будешь смеяться надо мной. Даю вам слово, мисс Ева, не буду. У нее лицо, как у маленького Иисусика. Она похожа на ребенка, а у всех детей его лицо. Дядя Том, маленький Иисус был черный или белый? Что ты? Я тебя и слушать не хочу. Упаси тебя Бог от такого греха. Никогда никого об этом не спрашивай. А почему это нельзя, дядя Том? Нельзя, грешно. А ты скажи, почему? Ничего не скажу. Я папу спрошу, он знает, наверное. Я скоро вернусь. Никогда не видел ангелов, но мне кажется, что они все похожи на нее. А дети вообще похожи на ангелов, даже белые. Почему не ешь? Я что сказал? О своих неграх волнуешься? Их тоже покормят. Мне невыгодно, чтобы они дохли с голоду. Милая барышня, что вы мне скажете? Это ваша жена? Почему ты об этом спрашиваешь? Извините, я подумала, что, может быть, ваша жена мне подарит дядю Тома? Дядю Тома. Да, если можно. Нельзя. Нет, я ничего не дарю. Так продайте мне его. Нет, у тебя денег не хватит за него заплатить. Слушай, Легри, продай Тома, он умрет на твоей плантации. Много ты смыслишь в этом. Он в моей конюшне первая лошадь. Нельзя так говорить. Дядя Том человек, а вовсе не лошадь. Там один черный упал за борт. Наполеон. А кто это упал в воду? Еванжелин! Человек за
Ева. Дурак, вот и все. Но чего он добился? Его нет. Его просто нет. И $1000 тоже. Я хочу знать, зачем он прыгнул в воду. Довольно об этом, Ева. Да и что я могу тебе сказать? Что он не был счастлив, что он хотел свободы и теперь свободен. Но только не надо так упорно возвращаться к этому. Ты можешь исполнить одно мое желание. Любое, что захочешь. Ну-ка, пойди сюда. Садись. Подними глаза. Подними глаза. Подними глаза! Да? Извините, я не вовремя. Нет, входите, я свободен. Прошу вас. Я, собственно, на минутку. Этот пожилой негр, кажется, его зовут дядя Том. Я хочу купить у вас. Ах, вот как. Садитесь, пожалуйста. Нет, я очень тороплюсь. Сколько вы за него хотите? Он стоит $2000. За эту сумму можно купить белого сенатора. Он вынослив, как лошадь. К тому же у него высокий лоб, значит, он умен и... И значит, не $1 меньше. Да, 2000. Тогда приготовьте, пожалуйста, контракт и кончим наше знакомство на этом. Как вам угодно. Не продешевите, когда будете продавать свою бабушку, мистер Легри. Доброй ночи. Очень люблю чудаков. На, ты приносишь мне счастье. На мертвом негре потерял, на живом заработал. А почему ты не берешь их? Почему не берешь деньги? Возьми деньги. Он пока еще у меня, твой Том. Но ведь ты его продал. Да, но я еще, может, раздумаю. Давай сюда мальчишку. Идем. Устрой его в каморке. Где Люсьен? В конторе, шеф. Я купил мальчишку для бара. Хочешь взглянуть на него? Одну минуту, я сейчас кончу. Ты что, не знала, что я сегодня вернулся? Вот отчет, взгляни. Да уж, взгляну. Ты, наверное, обсчиталась. Почему? За неделю выручка должна быть намного больше. Да? А ты потерпи до конца урожая. Сейчас немного охотников вышвыривать деньги на ветер. Ну, положим. Сен-Клер уплатил мне $2000 за старого негра. Ты его тоже надул? Да, твоего кавалера. Он спрашивал обо мне. Сен-Клер о своих дамах не говорит с работорговцами. Тебе причитается доля, но ты ее уже сама взяла.
пожаловать. Hello, Маус! Виола! Каждый становится на свое место, как я показывал. Что вы там копаетесь? С цветами вперед, сюда. Ну что уже? Жорж, Боже Жорж, мой, не я топчись. тут, видишь, Что у тебя с я бантиком? тут. Дай поправлю. Мисс Эванжелин! Мисс Эванжелин! Hello, Джонни! С приездом, господин. Клэр. Здравствуй, Дольфи. Рад, что ты, как всегда, элегантен. В доме чего-то не хватало без вас и мисс Евы. И нам, по правде говоря, всех вас не хватало. Изумительный жилет и очень знакомый. Ева. Он так стар, что подходит только черному слуге. Если бы ты потрудился его постирать, он бы вполне подошел белому господину. Дядя Том, нравится тебе здесь? О да, очень. Здесь столько солнца. И ты рад этому? А я всему радуюсь. Следуй его примеру, Дольф. Это наш новый кучер Том. Надеюсь, что вы с ним будете так же приветливы, как друг с другом. Отведите ему комнату. Можно мне дядю Тому проводить? Ты здоровалась с мамой? С Харриет, с тетей? Вот сначала поздоровайся, а потом вернешься к дяде Тому. Спасибо, вы свободны. Пойдем. Все ли у нас благополучно? Где моя жена? Ее что-то не видно. Она еще не встала? И не встанет раньше, чем в 10. Госпожа весь вечер мучилась мигренью. Ну что ж, подождем. А она будет рада подарку? Посмотрим, но я думаю, что будет. Ведь это лучшее лекарство от мигрени. Я ведь про куколку. Ты хочешь подарить ее? Дядя Том сказал, что надо дарить самую любимую вещь. Ты ведь сам знаешь, как я не люблю лекарства. Надеюсь, мама будет рада и кукле, и лекарству. Харриет. Ваша поездка была удачной? Удачной. Твое новое платье очень красиво. Благодарю. А что сказали врачи? Они будут делать все, чтобы ребенок снова был здоров. И мы с тобой будем думать только о Еве. Я, во всяком случае, буду жить только для нее. Харриет. Очень странная игрушка. Неужели теперь такие продают в Вашингтоне? Не продают. Это дядя Том мне ее вырезал. А кто он, твой Том? Он мой друг. И он может вырезать другую куклу. А эту возьми себе. Ты же мне подарила средства от мигрени, так что куклу я тебе оставляю. Имя у нее есть? Нет еще. Я не успела ее назвать. Ты нюхаешь эссенцию? Да, но это вряд ли поможет при моем ужасном недуге. Причина моего страдания так глубока, что сердце с этим не справится. Дядя Том все знает. Я попрошу его. И увидишь, он тебя вылечит. Так, Господи, Боже мой, ну что ты болтаешь? Как будто меня можно вылечить. И потом дай мне отдохнуть. Я всю ночь глаз не сомкнула. Я все-таки спрошу дядю Тома, что делать. Ах, дядя Том. Он что, врач? Еще лучше, чем врач. От головной боли надо, он как-то сказал, пить настойку из шиповника. И его мама всегда пила эту настойку. Он, может, негр? Ну, конечно, и очень умный. Хочешь настойку, он приготовит. Одно и то же средство может спасти черного, но погубить белого, особенно меня с моей хрупкостью. Мы белые устроены не так, как черные. Может, поэтому дядя Том здоровее, чем ты?
Извини, пожалуйста. Вот видишь это дерево? Оно мое. Правда твое? Да. Идем. Разгляди его получше. Ну что, дядя Том, ты когда-нибудь видел такое чудесное дерево? Нет, по правде говоря, нет. А наверху живут они. Кто? Кто? 7 гномов, феи и эльфы. Но увидеть их может не каждый. Только мои друзья. Ну, например, мой папа. А ты кого-нибудь видишь? Я уверен, что они уже спят. Ничего, завтра увидишь. Идем, я покажу тебе мой замок. Вот мой замок. Как в сказке, правда, дядя Том? Да, прямо как в сказке. Я часто бываю здесь, особенно если папа занят чем-нибудь. У меня здесь есть кукла, которую мне подарил папа. Я всегда спешу к ней, если мне взгрустнется. Взгрустнется? Да, мне бывает грустно. А почему это бывает, не знаю. А здесь сразу все проходит. Давай посидим. Садись, дядя Том. Вот они тоже сюда наведываются. Кто? Те, что с дерева. Ах, да-да-да, феи и эльфы. Они похожи на ангелов. У них золотые волосы, но все-таки они не ангелы. Они феи. Ну какие они, твои феи? Ведь бывают добрые, но и злые тоже бывают. Мои феи как раз очень добрые. Они так нежно улыбаются. Мне нужно вот так зажмурить глаза, и я их сразу вижу. А одна фея самая симпатичная. Она такая веселая, знаешь, и у нее красивый голос, очень красивый голос. Сейчас она пела. Как мне жаль, что ты не слышал. Хочешь послушать мою веселую фею, дядя Том? Да. Зажмурься, только очень крепко, ладно? Ну-ну, не мошенничай, дядя Том, а то она будет бояться. Ну что, слышишь? Да, я, по-моему, что-то слышу, мисс Ева, и это очень красиво. Тогда пой ты. Я боюсь, что в наше отсутствие ты разучилась разговаривать, Харриет. Но я все-таки довольно долго была совсем одна. 2 месяца. А для меня все равно, что 2 года. Вот как. Но мы вернулись. Ты не рада? Рада. Судя по твоему лицу, не очень. Папочка! Ты не представляешь, как я счастлива. Ну, постой, а почему ты так счастлива? Потому что дядя Том у нас. Увы, моя дочь любит дядю Тома больше, чем своего папу. Но все равно мой папа самый лучший человек на свете, правда? Да, я тоже так думаю. А не думаешь ли ты, что тебе пора отдыхать после такого длинного и утомительного путешествия? Ну, раньше можно я отнесу Можно, но скорей. А когда я лягу в постель, ты мне расскажешь сказку? А разве было когда-нибудь, что ты заснула без моей сказки? Ева говорит, что ее папа и эта кукла очень похожи. Она во всем, что любит, узнает своего папу. Извините, но моя госпожа вас очень просит больше не играть на рояле. У нее снова... Мигрень. Спасибо. Извините. Целая вечность, чтобы решить одну задачу. А, Топси? У меня все готово, мисс Филли. Ну, наконец-то. Сейчас я тебя проверю. Скажи мне, Топси, ты не
та штука, которая цепляется на нос? Да. Так вот я Что не ты? видел их. Что? Отдай мне мои очки. Какие твои очки? Ну, ты знаешь, какие. Сию минуту верни, не притворяйся дурачком. Урок я буду отвечать завтра, когда найдут Нет, твои нет, очки. нет, нет, ну-ка покажи свои карманы, уж я-то тебя знаю. Вот это что такое? Это похоже, мисс Филин, твои очки. Каким образом они попали к тебе в карман? Ловчились как-нибудь. Ты украл их, злой, испорченный мальчик. Они сами туда залезли. Это новость, очки, которые сами лезут в карман. Ну, Топси, кажется, сегодня ты заслужил порки. А негра пороть нельзя. Но непослушного, испорченного ребенка можно. Так пусть я буду лучше просто негром, чем ребенком. Так вот, Топси, я уверена, я почти уверена, что ты что-нибудь еще украл. Лучше сознайся, лучше сознайся. Что же я украл? Сумочку мисс Евы. Видишь? Значит, ты все-таки воруешь. Отдай сумочку, бесстыдник. Простите, я ее сжег, мисс Фили. Зачем же ты ее украл? Просто для того, чтобы сжечь? А для чего же вы думали? Здравствуй, Топси, я привезла тебе подарок. Талисман. Это на счастье, понял? Ева, вот эта сумочка, где ты ее нашла? Но ведь я ее не теряла. Нет, я не выдержу, он меня извел, он меня просто извел. Зачем ты мне врал, скверное создание? Ведь сумочка цела, ты сам видишь. Ты мне приказала, чтобы я лучше признался. Но ведь украсть такой грех. Зачем в нем признаваться, если ты его не совершил? Я думаю, что тебе будет приятно, что я уже теперь послушный, потому что раньше был непослушным. Топси, клянусь, я не выйду за тебя замуж, если ты не извинишься. Но ты не можешь выйти за него. Почему, тетя? Ах, ну, дитя, ты что, не видишь, какого цвета Топси? Нет, я вижу шоколадного. Пойдем, детка, уже поздно, тебе пора ложиться спать. Не волнуйся, Ева, я все равно не женюсь. Так что ты хоть проси, хоть не проси, не женюсь и все. Tant pis pour moi, je jouerai le jeu si je me brûle un peu. Ah, cette flamme qui s'allume dans le fond de tes yeux. Je sais trop bien que c'est dangereux, mais je jouerai le jeu. Si mon cœur flambe et tombe en cendres quand tu me diras adieu, il n'y a pas d'amour sans feu, il n'y a pas d'amour sans feu. Tant pis pour toi, si c'est dangereux, tu devras jouer. Для Сен-Клера она всегда поет с чувством. Держу пари, что это ему обходится недешево. Он просто-напросто завидует, не правда ли? 8 плюс 10, прошу вас. А умница он все-таки наш Легри. Все покупает и все продает. И мутные черные слезы, и ясные белые улыбки. И притом с прибылью. Довольно? Il n'y a pas d'amour sans feu. Добрый вечер. Здравствуй. Садись. Очень рад тебя видеть. Да? Ты так давно не был у нас. Давно. Я уезжал. Я тут встретила твою кузину. Она шла в церковь. В воскресенье днем. Я сразу почувствовала, что это она. Сердцем почувствовала. Она тебя любит? Да, Люсьена. Я сегодня ненадолго. Хочешь бокал шампанского? Да, хочу. Очень мило с твоей стороны, что ты меня вспомнил.
Правда, пришел ты не ради меня, а просто чтобы попытаться забыть ее, отвлечься, меньше думать о ней. По-моему, пока это тебе плохо удается. Почему ты молчишь? Может, то, что я говорю, неверно? Почему ты не пьешь свое шампанское? Выпью, чтобы составить тебе компанию. Ведь женщины такого рода, как я, только для того и нужны, чтобы отвлекать, развлекать, утешать. Ты правда любишь ее? Да. Но, милый мой, зачем же так мучиться? Уходи. Она давно тебя ждет. Уж я-то знаю, что она тебя ждет. До свидания. Что ты скажешь о Евангелине? Что твоя любовь к этому ребенку истерична. Девочка прекрасно выглядит, и она уж во всяком случае здоровее, чем я. Но мое здоровье здесь никого не волнует. Нет, почему же? Очень волнует. Всех волнует. И дорогую кузину Харриет. И дорогую кузину Харриет. Я, разумеется, должна быть тронута. Ну, Господь с ней, ведь она уезжает. Она хочет покинуть нас? Кого нас? Прошу прощения, доктор пришел. Доктор? Ах, да, я и забыла. Скажите, чтобы ждал моей спальни. Нет, раньше я с ним поговорю. Почему? Потому что мнимая мигрень не самая важная вещь в мире. Ты слышала, что он позволил себе? Мой муж. Мой собственный муж. Вам очень вредно так волноваться. С того дня, как они вернулись, он чужой, он враг. К несчастью, вы оказались правы. Девочка очень больна. А как же врачи назвали эту болезнь? Никак. Нет, все-таки они сказали, что это как-то связано с болезнью крови. Что это даже распад крови. Да. Ну и как следствие полный упадок сил. Словом, определенно они сказали только одно: это неизлечимо. А пока она бегает, смеется, и я смеюсь, хотя все время думаю, знаю, что ей остались считанные месяцы. Ей нельзя помочь. Извините, доктор. Я устал целые дни разыгрывать комедию. Но ведь надо. И для нее, и для всех остальных. С кем, кроме вас, мне быть откровенным? С больной супругой? Ваша супруга здорова. Знаю, но она выдумала недуг и считает его очень опасным. Это ее ошибка. Но ведь все мы бываем неправы. И в том числе, между прочим, и знаменитые врачи. Не знаю. Но если врачи действительно неправы, я буду благословлять их ошибку. Дорогая моя, как видишь, я не жалуюсь, хотя очень скучаю по тебе. Я всегда думаю о наших господах, и особенно о мистере Джорджи. В другой раз напишу больше. Топси говорит, что у него онемела рука, так что низкий поклон всем от вашего дяди Тома. С особенным чувством кланяюсь, дорогой мисс Вирджинии. Дядя Том всем доволен, судя по письму, и не надо плакать. Он всегда всем доволен. Я рад, что ему там неплохо, но свое слово сдержу. Какое слово, Джордж? Выкупить его? А ты уверен, что ему захочется от таких хороших господ снова вернуться Захочется, ведь тут его родина все-таки. Напишите ему, что у вас скоро свадьба. Вы, мистер Джордж, или мисс Вирджиния, он будет счастлив, поверьте. Хорошо, мы вместе ему напишем. Большое спасибо. И за то, что прочли мне письмо, мисс Вирджиния. Какая досада, что я до сих пор ничего не сделал.
Насколько я могу судить, все идет к тому, что дяде Тому не понадобится твоя помощь. То есть? На, почитай. В Вашингтоне творится бог знает что. Спасибо. Этот адвокат из Спрингфилда мутит воду. Какой адвокат? Как какой? Линкольн. Авраам Линкольн. Он вознамерился, видишь ли, раз и навсегда уничтожить рабство. Истинный американец. А я думаю, что белые и черные не скоро сядут за общий стол. Что это такое? Сядь. Я тебе сказал, сядь. Ну и ну. Нет, что вы скажете? Я ухожу, а вы? Ну что уставился? Спроси даму, что она хочет. Мне пиво. Мне ничего. Почему это ничего? Может, ты этих испугалась? О, нет, что ты. Я ведь рядом с тобой. Выпей пиво. А можно я схожу за новым платьем? Тебе и так платье вдевать некуда. Но ты мне обещал новые, или нет? На, Спасибо. не задерживайся. Смотрите, смотрите. Павлин, ну просто павлин. Черномазая. Негритянка в роли мадам Помпадур. Куда катится Америка? Ей-богу, этот Легри совсем спятил. А, ерунда. Ночью все кошки серые, тем более черные. Ну, Не смотри в ту сторону, слышишь? Пустите меня к ней. Ты? Да, я. Раньше не могла, Лиззи. Как ты сюда попала? Неважно, у меня хорошие новости. От Харриса есть письмо. От Харриса? Да. Он заработал деньги и скоро заберет вас отсюда. А ты ему написала, что Легри взял тебя вместо него? Да, он все знает. Вам нужно уходить. Снова уходить, но куда? Мне известно такое место, где Легри вас не найдет. Да. Да просто ему никогда не придет в голову искать вас там. Что? Я вас спрячу в его доме. Не пугайся, это лучше всего. Я приду за вами очень скоро. О, Кейси, что бы мы делали без тебя? Все будет хорошо. Мой маленький Гарри, наш папа приедет за нами, понимаешь? Харриет, я должен задать тебе один вопрос и надеюсь, что ты откровенно ответишь мне. Из-за чего ты хочешь уехать? Кто-нибудь тебя обидел? Может быть, Мэри? Она не имеет никакого отношения к тому, что я собираюсь уехать. Ты ведь не любишь ее. Но она мать моей девочки и очень несчастна по-своему. А кто же в этом виноват, кроме нее? И кто в этом доме счастлив? Уж только не ты, Пьер. У всех в этом доме вид обреченных. У всех. Кроме Евы. Кроме Евы. Пьер, ты сам понимаешь, что я здесь лишняя. Я думала уехать до твоего возвращения из Вашингтона, но не уехала. Мне показалось, что я тебе нужна. Нет, я так больше не могу. Как не можешь? Не могу больше так жить, потому что я все время думаю, что если... Что если? Ничего. Ты ведь мне не говорил, что я тебе нужна, что ты меня хоть немножко любишь. Я люблю тебя. И я тебя очень люблю.
но не могу себе позволить ни минуты счастья, потому что не хочу сделать несчастной тебя. Мистер Сенклер! Что случилось? Мистер Сенклер, мисс Ева? Что, мисс Ева? Ее нет. Как нет? Боже мой, ты сошла с ума? Ее постель не тронута, мисс Офелия. А разве ты не укладывала девочку спать? Роза, посмотрите, нет ли у жены мисс Евы. Сию минуту. Еванжелин! Еванжелин! Мистер Сенклер велел узнать, не зашла ли сюда Ева. Она, очевидно, спит еще. В том-то и дело, что ее нет в спальне. Значит, она опять у своих негров. Нашла себе подходящих друзей. Еванжелин! Том! Еванжелин не у вас? Не видел ли ее кто-нибудь из ваших? А что, разве мисс Ева? Да-да, ее нигде нет. Ее всю ночь не было в доме. Пойди, поищи ее. Да-да, Всюду я бегу, ищите. бегу. В кладовых, в конюшне, на старом сеновале. Еванжелин! Мисс Ева! Мисс Ева? Я провожу вас, доктор. Я хочу знать правду, доктор. Все осложнилось воспалением легких. Это очень серьезно. Да, но нельзя же так. Надо хоть что-нибудь делать. Рассчитывать на чудо. Оно может случиться. Я приду вечером.
Пьер. Да. Нет, я не понимаю, в чем дело. Как она могла? Для чего ей было уходить ночью? Я боюсь, что догадываюсь о причине. То, что заставило Еву уйти. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Пьер, но ведь она, наверное, может что-то знать. Когда я вошла в ее комнату, она взглянула с такой ненавистью в мою сторону. Она из-за меня ушла. Ты в этом уверена? Да, сейчас уверена. Я во всем виновата. И никто другой. Пустите дядю Тома, пожалуйста. Она хочет, чтобы... Позовите дядю Тома. Позови его. Сейчас он придет. Ты мне ничего не скажешь? Мы друг другу всегда все говорили. Правда, Евангелин? Скажи же мне. Я бы хотела, чтобы дядя Том был свободным. Отпусти его, папа. Да. Я отпущу его. Ты мне больше ничего не скажешь, Евангелин. А можно всех? Всех. Прими, Господи, душу рабы Твоей. Девочка. А твердо ли ваше решение, мистер Сен-Клер? Да. Разумеется, вы вольны делать со своими рабами что угодно, но если бы вы спросили моего совета, я бы предостерег вас от этого. А так как я не за советом, то попрошу вас подписать этот документ, который свидетельствует о том, что все мои рабы отпущены мной на свободу. Я завтра вместе с ними заеду к вам. Но завтра у нас праздник, День независимости. Да, и вряд ли его можно отпраздновать лучше. Глубокочтимый мистер Сен-Клер, позвольте мне при всем сочувствии вашему горю все-таки попросить вас относиться к другим с уважением. А точнее? Я имею в виду тех, которым юг обязан жизнью и процветанием. То есть южных плантаторов. Я тоже южанин. Но не должно процветание страны, будь то север или юг, строиться на рабстве. Стоны невольников слышны все дальше, и это кончится взрывом. Пустая фантазия и только. Да-да, мы относим к области фантазии все, что нас пугает. А вот что такое свобода? Ведь это не значит, что каждый делает все, что ему угодно.
Я уверен, что это, скорее всего, возможно сделать добро. Этому меня научила моя покойная дочь Еванжелина. До завтра. Да, я думаю, что шериф будет очень кстати во время нашей встречи, так что пригласите его на завтра. Простите, если задерживаю, мистер Сенклер, но позвольте выразить вам сочувствие. Да. Жаль мне беднягу. Что он от вас хочет? Может, продает свое имение? Нет, он по другому поводу. Хочет рабов отпустить. Что вы сказали? А вы знаете анекдот про Янки и негритянский рай? Нет, я тоже не слышал. Расскажи. Так вот, значит, одного Янки из Вашингтона хватил удар. По ошибке он сел не на то облако и оказался в негритянском раю. Апостол Петр встречает его и спрашивает. Минуточку, господа. Послушайте, о чем только что узнал нотариус. Завтра, в День независимости, Сенклер освободит всех своих рабов в присутствии Его шерифа. дело, в конце концов, если он такой По-моему, идиот. вы все поняли. Все понял, он хочет выбросить свои деньги. Да, Ну и пусть. действительно, деньги его собственные. Да пускай своих черных усунет по очереди в одну петлю. Не что? А если другие заразятся его примером? Нам только останется, что лезть в одну петлю. Ничего вы не можете сделать, господа. Его рабы — это его рабы. Подумайте устроить такую подлость. Он Свихнулся он, что ли? исполняет волю своей умершей дочери. Смотрите, не расплачьтесь. А что с нами будет, вы подумали? Он, видите ли, желает фоксничать, а мы за него отдуваемся. Да он еще передумает. Нет, напрасно вы на это рассчитываете. Он все твердо решил, и дело за подписями. Но подписей пока нет. А до завтра времени достаточно. Чарли, по рюмочке господам. Итак, перед вами своего рода феномен. Она может проделывать это хоть до самого вечера. Как видите, на аппетит он не жалуется. Молочка Майклу, молочка. Спасибо, Том. Пропустите.
А ну, поди сюда! Случилось несчастье, позови доктора! Быстро! Беги, ну! Это ружье, видите? Вот он стрелял! Нет, нет, я ничего не знаю. Нет, нет, я ничего не знаю. Нет, нет, я ничего не знаю. Нет, 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 я ничего не знаю. Нет, о, нет, нет, я ничего не знаю. Господи, прости, если можешь, ибо не ведают они, что творят. Альберт, здоров, 15-й год, мужского пола, 250, раз, кто больше? 300. А вы считали, насколько он сожрет? 340. 340 продан. Редкий случай, нигде нельзя купить невольников так дешево, срочная распродажа. Единственный случай в вашей жизни, первоклассный товар по самым низким ценам. За всю историю нашего юга еще никогда не было такого обилия товара за гроши. Посмотрите на этих парней, все как на подбор, здоровые, молодые, сильные. Итак, ваша первая цена, ваша вторая. Очень здоровое сердце, превосходная мускулатура. Обратите внимание, господа, товар первого класса. Не Первая цена бойся. $200, вторая Ты остаешься со мной и будешь свободным. Но помни о тех, которые навсегда в неволе. Прошу вас заглянуть ему в рот, чтобы потом не было никаких разговоров. Продается девочка, 4 года, одна, мать уже продана. Итак, $50, можно сказать даром, 50. Раз, кто больше? Продана! Еще одной вилки нет. Господа, вашему вниманию предлагаются женщины. Вот девушка, ей около 15, очень стройна, можно рассчитывать на хорошее потомство, а кроме того, на замечательное молоко. Ее мать выкормила 25 белых детей. Зубы у нее превосходные, а что касается фигуры, то, как видите, не к чему придраться, потому что она, по правде говоря, прекрасно сложена. 550. 600. 680. 700. $1000. Ну, бери. Продана. Но побеспокойся о потомстве. Мужчина 22 года, мускулы что надо, челюсти первый класс, отменный работник. Быстрый, честный, трудолюбивый, не упускайте эту... Мы, по-моему, знакомы. Ведь ты, кажется, как твое имя? Том. Да-да, верно. Ты из имения Шелби. Помню эту сделку. Но тебе не везет. Благодетель умер, а его вдова уезжает. Ну хорошо, придется тебе как-нибудь помочь. Что не говори, а все мы люди. Узнай, сколько он стоит. Этот старик, а зачем он нужен? Купите лучше этого парня, от него будет больше толку. А ну, зови того. Научишь мою банду как следует работать? Ведь черные слушаются тебя, насколько я знаю. Сколько бы хотели? А сколько бы дали? Если по справедливости, ничего. Это еще в придачу? Но он почти слепой. Но 900. Потом он старый. Зато умеет читать. Это недостаток. Грамотные негры первыми подыхают. 500. Нет, 700. 500. Значит, 6,5? 500 или ничего. Идет. Да, хорошо. Мужчина 50 лет, может еще долго работать. Называйте цену, продается с женой и 2 детьми. Жена хорошая, помолись, дети годятся в услужение. Может быть, просто не один. Думайте, господа, думайте.
Леви вот-вот придет. Мне нужно идти вниз. Ты не будешь плакать. Нельзя. А если заплачет, и кто-нибудь сюда придет, что будет, Кейси? Никто сюда не придет. Но все-таки постарайся, чтобы он не плакал. Ничего, не бойся. Десять штук. С утра задай каждому работу и не говори, что у тебя опять мало людей. Тут у нас вчера 3 черных сбежало. Что? Я спустил на них свору, но они сразу кинулись к болоту. Все 3 потонули. Идиот. Но ты свое получишь. Так вы слышали? Эти беглецы ушли недалеко. Отсюда не сбежать. И здесь не то, что было у Сенклера, здесь все иначе. Если угодно, вы можете жаловаться. Но кто услышит вас? Я разрешаю вам грустить. Это ваше право. Но молча грустите. It's the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your king of Gideon, you may talk about your man of Saul. There's none like old Joshua at the battle of Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. God below them ram horns, the Joshua cried, called the battle line. Я велю, чтобы они замолчали. Зачем? Испугался своих братьев? Jericho, Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Then the lamb ram sheep horns began to blow, the trumpets began to sound. Зачем это вы так поздно? Мне кажется, этот старик был прежде кучером Сенклера. Jericho, 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 Joshua did the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Неплохо заткнуть этих глоток. Гони их всех в конюшню. Гони. Jericho, Joshua did the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Странно, что это действует вам на нервы. А по-моему, когда негры поют, они становятся даже симпатичными. Садитесь. А когда они сбегают? От меня ведь далеко не убежишь. Да, у соседа Джона дела обстоят иначе. 15 его рабов сбежали прошлой ночью. Это перед уборкой урожая. У вас нет собак, надсмотрщиков? Все есть. 4 мы уже изловили. А что остальные? Спрятались в монастыре святого Георга. А мы, помнится, уже поджигали кровлю над головой святых отцов. Да, но, увы, сейчас все сложнее. К монахам прибыло подкрепление. И, как вы догадываетесь, с севера... Деньги, да? Нет, не деньги, люди. И совсем не богатые. Так называемые квакеры. Эти не страшны, они только молятся. Ну нет, не все и не всегда. Некоторые стреляют. И неплохо. По куропаткам?
Нет, что вы, ни птиц, ни животных они не убивают, но ради справедливости убивают людей. Помолчите о справедливости, мы, кажется, не в суде, И не так ли? все-таки я бы на вашем месте задумался. Человек есть человек, и его смерть — это такое событие, которое способно взбудоражить людей. Выслушайте меня. У Сен-Клера есть немало близких людей в Вашингтоне. Есть? Скорее было. В наш город приехала комиссия. Комиссия? А нам какое дело до нее? Да нам-то никакого, но ведь ей может быть дело до нас. Я потому и заехал к вам. Этих янки из комиссии интересует, кто убил Сен-Клера и за что. Я уверен, что никто из наших никогда ничего не выболтает. Или... Они спрашивают и у черных. Неграм вряд ли поверят. Все зависит от того, кто задает вопросы. Что за полный сюрпризов вечер? Какими судьбами? Прошу вас. Читайте, господа. Наверное, что-нибудь о комиссии, но об этом мы знаем. Да что комиссия? Линкольн уже президент, его избрали. Не может быть. Как видите, может. Незначительным большинством, но все же избрали. А кончится Войной, это... чем же еще? Кончится это тем, что он отменит рабство, как обещал. И завоюет 5 миллионов новых приверженцев. Да, без жертв не обойдется, господа. Значит, Сен-Клер был началом. Добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, что понял ваши мысли, господа. Белому не угадать, что скрыто под черным лбом. Ну и это верно. Вот это виски, однако я за него не поручусь. Возможно, в нем яд. Вы, конечно, не обязаны пить. У моей коляски позавчера на полном ходу отвалилось колесо. Кто-то подпилил ось. Они убили бы нас. Они убили бы нас всех, если б могли. За Линкольна и его негров. Ты привез Библию? Она тебе не понадобится. Здесь ты будешь знать одного бога, мистера Легри. Что он такой, этот мистер Легри? Мы уже узнали. Заткни пасть! Живей устраивайтесь. Обрадовалась новостям, которые мне сегодня привезли? Я ничего не знаю. Ты разве сегодня не слушала за дверью? Нет, вот именно сегодня не слушала. Я спускалась за виски. Они в панике, у них сбежало 2 черных. Ну а ты? Ты в своих черных уверен? Да. Вы ненавидите меня, но еще больше боитесь. На, я привез тебе бусы. А сказать спасибо надо или нет? Надо. Очень хороши, да? Я думаю, ими и придушить можно. Но ты же отдал за меня много денег. В том-то и дело. Ровно $1000. Пошли, пошли отсюда. Харрис! Легри был дома? Нет, он уехал. Ты видел мою жену и моего сына? Нет, только твою сестру. Но она понимает, что им необходимо немедленно оттуда выбраться, ведь пароход не будет ждать. Она все знает.
Ну, Алегри я могу заплатить, сколько он потребует. Я совсем не уверен, Харрис, что он продаст тебе твою сестру. Не уверен. А я в этом не сомневаюсь. Я хорошо знаю этих Легри. Что вы делаете здесь? Хозяина нет дома. Я тебя ждал. Он говорит, что у тебя есть любовник. Черномазый. Он даже видел, как ты впустила его в дом. Он врет. Слышал? Ты врешь. Пошел вон. Дай мне руку. Где твой парень? Где ты его прячешь? Какой парень? Наверное, где-нибудь здесь, в доме. Ты сломаешь мне пальцы. Я тебе шею сломаю, если не скажешь. Он в конюшне. В конюшне? Да, пойди поднимись на чердак. Следи за миссис Самбо. Да, господин. Сейчас спущусь. Черт возьми, все насквозь прогнило. Надо будет починить. Напомнишь завтра. Ты что, очень волновалась? Как видишь, я цел. Повезло мне. Но, признаться, ты это здорово придумала. Мерзавка! Думала, я свалился, подохну. Но тебе придется еще подождать.
Пойдешь утром на работу со всеми. Ты слышал, Самбо? С завтрашнего дня миссис будет работать. Вот в этом платье. Отведи ее к черным. Одумала за ночь? Все-таки в доме поудобнее, чем в сарае. Ничего, ничего, Кейси. Даже в Библии говорится. Это очень важно. В ней говорится, что я постараюсь поточнее вспомнить, что там сказано. Не теперь, дядя Том. Теперь же, то ведь я боюсь, что скоро забуду все, что знал. Что бы ни случилось, знайте, что вы люди, и Господь наш вам поможет. А его они тоже отняли у нас, нашего Господа Бога. Господь в нас, и Он хочет, чтобы вы бежали отсюда, исполните Его волю. Но у белых ружья, дядя Том. И щеки. Но ведь стоит вам открыть все шлюзы, вода все смоет. Прежде всего ваши следы. Так вот, откройте шлюзы. Меня оставьте здесь. Я буду вам только в тягость.
Вы должны забыть обо мне. Никто из нас не захочет оставить тебя. Я не могу идти и не позволю, чтобы вы несли меня. Ну же, следуйте своей дорогой, дети. Как бы много хлопка ни было у вас, мы купим весь урожай. С удовольствием продадим. Все до последнего мешка, это, собственно, то, к чему мы стремимся. Так же, как стремитесь вы, северяне, к белому хлопку, выращенному черными рабами. То, что они черные, для нас не имеет значения, а хлопок они собирали бы и не будучи рабами. Вы уверены? А я нет. Это и есть ошибка вашего Линкольна и его северян. Тех, кто намеревается изменить мир, не понимая ровным счетом ничего в этом мире. Ваше здоровье. Я, по-видимому, буду вынужден лишиться удовольствия заключить с вами сделку. До свидания, мистер Ньюман. Как он любезен, этот Ньюман. Да. Может, пойдете в зал, выпейте с ним? Все-таки интересно послушать, что говорят янки, когда нахлещутся. Да. Мистер Легри? Да, с кем имею честь? Вы меня не узнали? Нет, признаться. Я принес вам деньги, мистер Легри. Деньги? Пожалуйста. Я хочу купить у вас свою сестру Кейси, которую мистер Моррисон продал вам, и своего маленького сына Гарри, которого вы купили у мистера Шелби. Ты так вырядился, что тебя не узнать. Ну так я слушаю. Я изобрел машину, которая может, если надо, заменить сотни и тысячи рабов на плантации. Я, наконец, выкупил свою свободу, мистер Легри. Мистер Моррисон продал мне ее. Я больше не вещи, не буду вещью. Это очень интересно. Но теперь убирайся вон. За сколько вы мне продадите моего сына и мою сестру? У меня нет мальчишки, а сестру не продам. Если он действительно не у вас, я буду его искать. Но все равно я готов вам за него заплатить. И за свою сестру Кейси. Кейси будет при мне. Она этого хочет. А кто в это поверит? Кого вы хотите обмануть, Легри? Мистер Легри Харрис. Ну-ка пошел вон. Нет, никуда я не уйду. И вы тоже не уйдете пока. Спокойнее. Мы ведь с тобой мужчины все-таки. К чему волноваться? Я ведь человек деловой, верно? А деньги, вот уж от чего не откажусь. Да, все мы люди, что там не говори. Кто посмел впустить этого грязного негра? Вышвырните его, Джон. Ах ты, черная рожа! Прочь руки! Собирай свою вонючую шляпу! Хватит! Если еще хоть один черномазый войдет сюда, живым не выпустим. Здесь мы у себя дома и не потерпим, чтобы негры отравляли нам воздух. Понятно? А я не вижу, чем они хуже нас с вами. Вы у себя на севере ничего не видите. А вы у себя на юге. А ну, прикуси свой язык. Не будем мы терпеть ни негров, ни их белых защитников. Довольно! Мои негры ночью сбежали! Это может случиться и у вас! Их нужно догнать! В погоню же! В погоню!
Идем, Лиззи. Заберем дядю Тома и уедем. Дядя Том. Мы за вами, дядя Том. Только нужно торопиться. У нас впереди опасная длинная дорога. Нет, у меня своя дорога, но тоже длинная. Я по ней отправлюсь один. Я буду скоро свободен. Вы будете тоже свободны. И еще здесь будете свободны. Шлюзом! Скорее! Открывайте шлюзы! Видите сейчас! Открывайте шлюзы! Пошла! Пошла! Пошли! Побежали! Пошли! Откройте ворота! Открывайте! Нам пора идти. А что будет с твоей семьей, Харрис? Что делать? Остальные не могут ждать. Жизнь людей в опасности. А пароход отойдет ночью. Позаботьтесь, пожалуйста, о лошади. Не беспокойтесь. Паттер, нет ли здесь старого негра Тома? Дяди Тома? Дяди Тома? Нет, я даже не знаю такого. Но спросите людей, возможно, кто-нибудь знает. Да, конечно. Не знает ли кто-нибудь из вас дяди Тома? Нет. Нет. Вы знаете дядю Тома? Дядю Тома? Да, знаете, да? Да, и очень хорошо. Это он велел нам бежать. А сам он где? Он не мог идти с нами и не хотел, чтобы мы несли. Болен дядя Том. Очень болен. Где же мне искать его? У Легри. У Легри? Нашел? Нет, не нашел. Но ее видели. Где? Кейси была в лесу с какой-то негритянкой. Кейси? Да, ее узнали. Где в лесу? На дороге к монастырю. Монахи ее, конечно, спрячут. Поворачивай к монастырю, они запомнят Легри.
Кейси! Лиззи! Ну ничего, ничего. О, Господи, Кейси, возьми ребенка. Ты не очень ушиблась? Харрис! Лиззи! Ничего не бойся, здесь вы в безопасности. О, Гарри, мой сын, ты будешь свободным, мой маленький. Выкурить их оттуда. Да, выкурить. Слушайте, господин. Вперед! Пошел! Домой! Оставайтесь. Харрис, я тоже иду. Пойдем. Ну, сейчас им будет жарковато. Кейси! Кейси! Нужно увести негров, Паттер. Всех в церковь, всех до одного. Дайте нам ружье. Нет, вы не должны быть к этому причастны. Верно. Иди в церковь. Святой отец, вы собрались читать этим господам проповедь. По-моему, это излишне, их просто надо отвлечь. Они переполнены жаждой мести. Что их может отвлечь? Деньги, по-видимому. Но где их взять? У нас их нет, как тебе известно. Я о хлопке. Об их хлопке, это ведь деньги. Эта тряпка будет тебе вместо белого флага, но ты все обдумал? По-моему, не все и всегда следует обдумывать, а то передумаешь. Новость! Новость, люди! Люди, новость! Вы хотите убить меня? Рабов наших выдайте! О, мой сын, ваш урожай под водой. Значит, он весь погибнет. Все шлюзы открыты, а вы зря время теряете. Бессовестная ложь! Легри! Легри! Урожай гибнет! Кто-то открыл шлюзы! Мы вернемся еще! Лошадь! Мы вас здесь подождем! Черные скоты! Это их работа! Вперед! Нужно спасти, что осталось! Вперед! Проклятие! Скорее к шлюзам! Остановить воду! Остановить воду!
один лежит. Ты, может, и подучил их? Черные тебя слушались. Не смейте его трогать. Назовите цену, я куплю его. Издохший негр ничего не стоит. Дядя Том. Дядя Том. Это вы, мистер Джордж. Хорошо, что вы пришли. Но вот видите, я знал. Sadness when we part.